Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Юрий Дудкин на связи прямо сейчас. Юрий Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте, Александр, рад видеть. Юрий Анатольевич, тревожно как-то от, собственно, масла в огонь, которое подлил Трамп на этой неделе. И Мгм. мы видим прям, как бы громыхает и полыхает повсюду. Зеленский расправил крылья, грозит ударами по Кремлю, просит томагавки. Одна пресса западная пишет, что ему отказано, другие рассматривают этот вопрос. В общем, начался новый виток вот этого противостояния. Но начать я вот хочу все-таки с важного события. Сегодня Guardian публикует материал. Я так понимаю, по мотивам встречи Гросси в России. Он приехал с визитом. Плюс недавние, ну, такие достаточно опасные, тревожные, скажем, такие элементы войны, когда который день без света Запорожская атомная электростанция. Да. Плюс был удар в районе Южноукраинской атомной электростанции. И, в общем, там тоже повредили ЛЭП. Кажется, мы входим вообще в очень тяжелый этап, и в материале Guardian вообще говорят, новая Фукусима может быть на Запорожье, на Запорожской атомной. Вот этим все должно закончиться. Как вы оцениваете ситуацию? Ну, во-первых, сам Гросси говорит о том, что обстановка на Запорожской АЭС контролируемая. Все, скажем, агрегаты, обеспечивающие заглушенные реакторы, я подчеркиваю, Запорожская станция не работает на сегодняшний день. Все агрегаты, обеспечивающие, так сказать, ее безопасность, работают в штатном режиме. Поэтому все домыслы о Фукусиме, о еще о чем-то, это все чушь собачья. Хотя, конечно, господин Зеленский, просто-таки был бы рад, чтобы это произошло. То есть он не понимает, конечно, какие бы это имело последствия, да, страшные последствия, прежде всего для Украины. Вот. Потому как ветерок, он же ж такой баламут. Он туда дует, сюда дует, непонятно. Чернобыль нам дал это понять. Вот. Но господину Зеленскому, видно, говорится, некому донести из его окружения квартальцев, вот, что такое радиоактивная опасность. Поэтому он предпринимает всевозможные попытки, да, какую-то каку сделать на территории Запорожской АЭС или даже на территории Энергодара. Вот. Глупость человеческая безгранична, а от самого Зеленского ничего не приходится ожидать лучшего. Что касается Гросси, интересную новость тоже прочел недавно, что Рафаэль Гросси будет баллотироваться на пост генерального секретаря ООН. Вот. Но с точки зрения того, что он посетил инициированный Москвой атомный форум, да, который проходил, кстати, довольно успешно, вот, и высказал свое мнение, что такие форумы очень полезны. В международном масштабе, между прочим, форум проходил. На нем присутствовали не только там некоторые главы государств, но и ученые в данной сфере, атомщики. Вот. Модератором был там академик и глава Росатома Алексей Лихачев. Которого сегодня объявили в розыск в СБУ. Ну, Так совпало. я желаю им успеха, да. Кстати, вот меня это немножко даже веселит, да. Объявляют в розыск, вот, прекрасно зная, где он. Ну так придите, возьмите. Чего вы в розыск объявляете? Россия что должна выдать его? Ну смешно, честное слово. Ну, маразм какой-то. Если, например, это нужно было бы ФБР, да, то они президента ФИФА арестовывали в Швейцарии, приезжали прямо. И надевали наручники, и в каталажку его засовывали, и потом переправляли в США за коррупционные всевозможные скандалы. Вот. Но вы же этого не сможете сделать. Зачем же вы тогда себя ставите в такое неловкое положение? Ну, неважно, это отвлеченно немножко от темы этой. Значит, кстати, вот что касается атомной энергетики, да, и всего прочего, раз уж мы затронули эту тему. На этом форуме присутствовал президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко.
И, скажем, Гродненская атомная станция, которая сегодня введена была в строй в 2020 году, сегодня уже, конечно, вышла на полную мощь и обеспечивает Беларусь 41 станция, подчеркиваю, 40% электроэнергии дает Республике Беларусь. И Александр Григорьевич Лукашенко выдвинул идею строительства еще одной атомной электростанции на территории уже Восточной Белоруссии, с тем, чтобы обеспечить остальную часть Беларуси электроэнергией дешевой, безопасной, экологически чистой. Но и в том числе поделиться этой электроэнергией с теми областями, которые сегодня находятся под контролем Российской Федерации. Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областями. В принципе, одобрение было получено. Я думаю, что скоро выйдут и на конкретные переговоры по финансированию, по срокам строительства и так далее и тому подобное. Турция то же самое, Индия, Пакистан. Это те страны, где Российская Федерация и многие другие, кстати, где Российская Федерация строит, помогает строить, возводить атомные комплексы, атомную энергетику. Вот. Европа во главе с Германией почему-то в свое время отказались от атомной энергии, мотивируя это тем, что это небезопасно, это, так сказать, не экологично и тому подобное. Но, скажем так, утилизация тех же ветряных мельниц, да, этих ветряков, которые дают электроэнергию, утилизация солнечных батарей, это уже на сегодняшний день является бичем настоящим для Европы. Это бич. Потому что это все пластик, это все химические элементы, которые не разлагаются и так далее и тому подобное. То есть Европа получила на сегодняшний день достойный уже урок и возвращается к углю. Вот что самое интересное тоже, понимаете? Поэтому с точки зрения значит, дальнейшей эксплуатации мирного атома в мире вопрос далеко не закрыт, и даже уже президент Бразилии тоже излагал свое пожелание в свое время на совещании последнем БРИКС, что они тоже хотели бы попросить помощи у Российской Федерации по тому, чтобы построить на территории страны свою атомную АЭС. Юрий Анатольевич, ну, смотрите, угроза-то, конечно, такая кошмарная с точки зрения, но должен же быть какой-то геймчейнджер, который перевернет игру, да, вот что-то такое из ряда вон. Я просто вот анализирую и диву даюсь, но мы же это уже проходили. Эти томагавки по Москве, вот эту информационную разгон. Вас все в томагавке тянет. Нет, ну подождите, томагавки по Москве, вот эти удары там. Томагавки по Москве никогда не били. Нет, разгон был, дайте нам томагавки, мы ударим по Москве. Я понял, Ну, извините. Мы Да, видим, да. как видели уже, как Зеленский это проворачивает. Ну, это его было пожелание такое, да. Понимаете, в чем дело? И кажется сейчас, что абсолютной безысходности любые перспективы как-то договориться. Но выходит Лукашенко и зовет Зеленского навстречу. Фактически. Многие уже там деятели провели параллели с Пригожиным, да, там что же Лукашенко выступал в роли посредника. Кстати, успешно выступил в этой связи. Ну, потом все просто помнят, что было с Пригожиным. Ну, понятно, да. Ну, переговоры были. Да. В общем, интересно, скажем так, вы поняли, что лежит на столе, о чем говорит Лукашенко, и почему это хорошее предложение? А если его не принять, то тогда украинского государства не будет. Я знал, что вы зададите мне этот вопрос, Александр. И у меня на сей счет есть очень выверенный, четкий ответ, который у меня еще находится, так сказать, в моем арсенале с 2022 года. Цели Российской Федерации на Украине, они не подвергаются ревизии. Никем. И в том числе самим российским руководством. Не подвергаются. Значит, те предложения, которые сказал Александр Григорьевич, они давно известны. Значит, это капитуляция по минимуму 4 областей Украины.
Луганской, Донецкой и, соответственно, Запорожской и Херсонской. Вывод войск украинских с этих территорий, ну и соответствующее закрепление, это все в юридической плоскости. И что самое интересное, что эти предложения уже звучали на Стамбульской встрече из уст Владимира Мединского. Они звучали. Ничего нового, так сказать, пока что не озвучивалось. Я надеюсь, что может быть что-то все-таки, какая-то новация, новизна в этой сфере и есть в тех предложениях, которые имел в виду Александр Григорьевич Лукашенко. Но пока что мы об этом не знаем и не узнаем в ближайшее время. И второе, что самое интересное для меня, это мое личное мнение. Владимир Путин, выдвигая эти условия, прекрасно понимает, что Зеленский никогда не пойдет на подобные вещи, на подобные уступки, для того, чтобы сохранить в целом государство Украина. Никогда он на это не пойдет. Я скажу даже больше, ведь речь шла параллельно вот с этим обсуждением и интервью Павлу Зарубину, Александру Лукашенко, которые касались вот этих предложений. Параллельно и шли разговоры о том, что да, Трамп встречался с Зеленским в Нью-Йорке, и Зеленский, мол, получил одобрение на проведение некой операции на территории Российской Федерации. То есть такой операции, которая была, например, в Курском приграничье. А в связи с этим он потребовал оружия соответствующего. То есть это либо добро должно было быть получено на использование ракет Атакамс, или, как уже сейчас просочилось опять в прессу, что Зеленский просил крылатые ракеты «Томагавк». Ну, давайте так, чисто поверхностно, профессионально скажу, что ракеты «Томагавк» были разработаны в начале 70-х годов прошлого века. Вот. То есть они очень легко сбиваемы современными средствами противовоздушной обороны Российской Федерации. Это не панацея. Значит, для чего он просил эти ракеты, если он их просил? В первую очередь для медийного эффекта. Ну и втянуть США в войну. Ну, конечно, конечно. Ведь и НАТО, и почему НАТО так долго вот это сидят как на иголках, вошкаются, как бы зайти в Украину, да? Там что только не придумывали. И миротворцев, и разгильдяйцев, и там и кого они только не придумывали, чтобы войти туда, в Украину, да, под каким-либо соусом, каким-либо видом. Но прекрасно понимают, потому что Россия об этом заявила, что как только чего-либо иностранное появится на территории Украины, это будет законной целью для российских ВКС. Поэтому Соединенные Штаты прекрасно тоже, лично Трамп знает о том, я думаю, что Путин на Аляске 100% ему об этом намекнул, что даже не думайте давать какое-либо наступательное оружие Зеленскому, либо, значит, дополнительные какие-то контингенты туда вводить, либо НАТО, либо американские. А ракеты «Томагавк» и «Атакамс» используются исключительно американскими военными. То есть туда вообще никого не подпускают американцы. Ни украинцев, ни поляков, ни наемников. Это строго секретное, очень технологичное оружие, которое требует определенных знаний, больших знаний, для того, чтобы эффективно им управлять и поражать цели. Ну тогда получается это все бутафория. Если это утверждение принимать за истину, а Украина применяла ракеты «Атакамс», уже выпускаются они из «Хаймарса», которые там передали еще в самом начале боевых действий широкомасштабных, тут вы тогда говорите, что американские солдаты воюют сейчас на стороне Украины. Да, конечно. Я говорил об этом еще раньше, что в Генеральный штаб Украины еще в самом начале конфликта приехали 300 американских инструкторов военных. И то, что они запускали и «Хаймарсы», и
атак МС в ограниченном количестве, подчеркиваю. Это все деятельность американских военных. Это не украинские военные распоряжаются этим оружием. То же самое, что происходит на территории Западной Европы, где в некоторых государствах размещены ядерные компоненты ракет средней и малой дальности американские. Это не европейцы, это не Бундесвер, это не итальянцы. Даже британцы, имея как бы свое ядерное оружие, свое, они так в кавычках его берут, это ракеты Trident подводного базирования. Это американские ракеты. Без добра, скажем так, американцев, британцы никогда не запустят ни одну ракету Trident. У них нет своих носителей ядерного оружия. То же самое и здесь. Это все американцы. Американцы неоднократно гибли на территории Украины. Именно эти инструкторы. Но, правда, в прессу потом давали информацию, что один американский военный погиб на каком-то горнолыжном курорте, ну и так далее и тому подобное. Вот. А это все люди, которые погибали непосредственно под ракетно-дроновыми атаками ВКС России. Вот. Поэтому еще раз повторю, что введение дополнительных контингентов регулярных частей для того, чтобы обстреливать, а потом скажу вам так, прерываюсь немного, ну, зрители меня простят. Для того, чтобы запустить ту же ракету «Томагавк», она имеет, значит, 3 вида базирования: воздушное, морское и наземное. Значит, нужны специализированные пусковые установки, раз, если это запуск проводится с земли. Значит, нужна соответствующая телеметрия, обеспечение, и нужны разведданные соответствующие, космические, что Украина не имеет вообще. Ну, понятное дело, флота у Украины нет. Значит, подтаскивать американские корабли к Крыму или там в Черное море вообще их вводить, это чревато последствиями. Ну и запускать, скажем, с воздуха томагавки, а носителями таких ракет являются стратегическая авиация, лишь только стратегическая авиация. Это самолеты Б-52, Б-1 и Б-2. Б-1Б и Б-2. Вот такой роскоши Соединенные Штаты себе позволить не могут. Во-первых, это моментально возникает прецедент для полномасштабной Третьей мировой войны. Вот. И Трамп это прекрасно понимает. Поэтому те единичные случаи, которые были с запуском Хаймерс и атак МС, это всего лишь единичные случаи. Точно так же, как если бы были запущены, согласимся, бог с ним, даст Трамп, хотя уже сказали, что он не даст, добро на, значит, обстрел российской территории крылатыми ракетами. Но для того, чтобы сокрушить Россию в том виде, в котором она сегодня существует, 5-10 даже ракет «Томагавк» недостаточно. Мы это же должны сами понимать себе. Ну, смотрите, тут... А потом в связи с этим, даже если бы Россия не отвечала на это, нельзя, это бесперспективно. А если еще ответка последует, а ответка будет очень серьезной, то есть Российская Федерация, об этом заявил неоднократно уже президент России Владимир Путин. Если будет отвечать... Подождите, серьезно, это какой, ядерный? Нет. Нет. Почему только ядерный? Нет, ну все просто говорят о какой-то серьезной ответке, понимаете? Александр, выбить, скажем, Европу, грубо говоря, из колеи, да, это ударить одновременно ракетами средней дальности по всем базам на европейском континенте, во всех странах. Вот это выбьет моментально из колеи всех тех, кто покушается на суверенитет Российской Федерации. Бить по одной стране Россия не будет. Объясняю вам. И Путин дал об этом четко понять, что НАТО в этом случае, НАТО ведь это Североатлантический альянс, будет атаковано по всем государствам, где находятся ее пункты базирования. Смотрите, я все равно не верю в полномасштабную войну России и НАТО.
максимум какой-то спектакль, который мы видели ирано-израильского формата, ну, когда американцы прилетели, что-то там разбомбили, сказали, мы всех победили, все. Даже если дойдет до этого, то это все как бы все равно какая-то бутафория. Давайте тогда вот так посмотрим, да, на вещи. Вот сегодня в Financial Times вышла интересная статья. Длиннющая, классный лонгрид, значит. Почему Украина выигрывает? Почему Украина выигрывает? Ну и, собственно, там набор аргументов по поводу там, доминирования в воздухе, которого в России не получилось, Черноморский флот. И, в общем, главный посыл, смысл того, что это вот все-таки война имеет политические цели определенные, а вот политических целей Путин не добился. Потому что украинский народ оказался нацией, которая борется, которая продолжает сражаться и не уступает. Ну, это очень красивая такая, скажем так, разлога, да, расклад мысли, за которую Трамп извинился и сказал, что не будет больше никого называть бумажным тигром. Но, по сути, это продолжение вот этой риторики, что Россия бумажный тигр. Получается, это очень важный как бы, переходный момент, если аналитически посмотреть, что Запад прям верит в это, что все так все нормально. Значит, Украина есть, значит, Украина побеждает. А в чем она побеждает? Ну в чем? Украина, вот вы цитируете западные СМИ. Это своего рода пропагандистский мем. Украина выигрывает. Ну тогда следует следующий вопрос. В чем она выигрывает? Она возвратила своих беженцев из-за рубежа. На Украине мир наступил. Она отвоевала свои территории. Она укрепила свою обороноспособность. В чем Украина выиграла и выигрывает? Ну, это типичный значит, западный пропагандистский мем, который мы слышим уже третий год, что Украина выигрывает. Да, конечно, и Россия еще не победила окончательно. Это понятно. Но судя по тому, что какие вести приходят с линии фронта, вот, малыми силами, медленно, но уверенно, российские войска продвигаются на запад. В Купянске сегодня идут жесточайшие городские бои в центре города. Очень серьезная ситуация в Купянске. Все дороги перекрыты. 650 осталось жителей в Купянске. Около этой цифры, вот, которые не смогли вовремя выехать. Вот. Ситуация опаснейшая. Выйти уже из Купянска нельзя, ни военным, ни гражданским. Ну, гражданским, говорят, еще можно пешком. Это представляете, сколько километров пилить надо для того, чтобы выйти из окружения, пройдя через линию фронта? Так в чем Украина выигрывает? Я этого не понимаю. Поэтому я даже затрудняюсь как-то прокомментировать, ответив на этот вопрос. Ну, смотрите, как бы выиграла в том, что Украине удалось Россию в тупик загнать. Ну, так пишет издание. И вообще масштаб не тот. Тут же понимаете, какая история? Ведь это принципиально важно, что, получается, Россия же не захватила всю Украину, значит, проиграла. А Украина, видите, есть, значит, победила. Только лишь поэтому. Ну, получается так. Но, знаете, в годы Великой Отечественной войны как-то немцы тоже неоднократно говорили о том, что Советский Союз пал. Битва на Волге предрешена, Курская битва предрешена, мы стоим у ворот Москвы, ну и так далее и тому подобное. Мы же это неоднократно уже знаем из истории, это было уже. Вот. Почему сегодня средства массовой информации России очень сдержаны в подобных каких-то выводах? И руководство российское не особо-то, скажем так, хвастается успехами на фронте. Да, там есть патриотическая сторона этого вопроса. Там действительно чествуют военных, причем очень здорово. И не просто чествуют. Вот сейчас были региональные выборы в Российской Федерации. Действующая программа уже второй год «Время героев», да, там более 100 человек вошли во власть из бывших
участников СВО. Это герои России там, и так далее и тому подобное. Вот. Вот здесь, да, вот на этой ниве героизация российских войск и российского государства, она проявляется. В чем проявляется героизация ВСУ? Где она? Ну, вот все, я подчеркиваю, опять же, даже глядя, порой иногда вынужден смотреть отрывочно некоторые трансляции украинского телевидения, да, особенно когда пририсовывают в здании, в зале ООН, сессии ООН, присутствующих в зале, которых нет во время выступления Зеленского. Так это победа, да? Вот мы нарисуем на телеэкране человечков вот, во время выступления Зеленского, і значить ми победили. І потім Зеленський говорить, да, в мене були бурні овації в залі, понимаете? Ну, смешно. Эхо, наверное. Эхо, да, эхо, это точно. Поэтому я категорически не приемлю подобные высказывания, даже наоборот, готов разгромить их в пух и в прах. Я не вижу никакой победы в ближайшем будущем даже. Потому как война затянулась, она продлится еще достаточно долго. Вот. И все намеки на переговоры какие-то и так далее, усадить Путина, вот это мне нравится. Знаете, я понятие «усадить», когда у меня были маленькие дети, понимаю так. Вот это креслице для кормления ребенка с этим столиком откидным. И я беру своего ребенка и туда усаживаю, чтобы он не двигался ни вправо, ни влево. Вот они таким образом, видимо, наверное, подозревают усадить Путина за стол переговоров. Ну, попробуйте, усадите. Посмотрим, что из этого выйдет. Уже давным-давно некоторые политики в Европе, особенно в отставке, вот они когда уходят в отставку, да, ну, там просто из их уст льется такая сермяжная правда и трезвость, главное, мысли проявляется, где они говорят, что Путин действует абсолютно верно. Он бережет свои силы, он не объявляет тотальной мобилизации, но выбивает каждый день по пешке из, так сказать, общей партии на Украине. А эта партия ведется, между прочим, скорее всего, и не скорее всего, а так оно и есть, между Большим Западом, Соединенными Штатами и Россией. А Украина, как была, так и остается шахматной доской. Юрий Анатольевич, а что за дроны разлетались? Слушайте, прям какая-то история такая, прям очень смахивает на Дрономания, да. дрононемия, да, то есть как пандемия, все дроны. Причем доходит до смешного, когда дрон заявляется как разведывательный, но горит, и видно его там невооруженным глазом очень и очень далеко. Аэропорты закрывают, все переполошились, а Урсула деньги направо-налево выделяет. В общем, нам нужны дроны-перехватчики, нет, там мы не можем сбивать дорогими ракетами. Короче, начинается вот эта вот вся эта история. Мне кажется, что тут как бы два варианта. Или это все для того, чтобы не допустить войны, да, или провокации, военной провокации с Российской Федерацией, или допустить. Ну, как бы, да, и то, и другое, в принципе, равнозначно. Почему? Потому что, ну, чтобы не допустить, нужно, в общем, поднять шум, позапускать на своей территории эти дроны, все, чтобы переполошились, мобилизовались, дали больше денег. Ну и, собственно, никто не... А стреляли ли? Никто не стрелял. Или чтобы допустить, условно, какой-то дрон поражает что-то, и четкое обвинение России, разгон по соцсетям, разгон по медиа, ну и все уже, вот вам почва для того, чтобы начинать боевые действия и войну готова. Вы к какому сценарию больше склоняетесь? Никакому. Я скажу так, что сегодня Зеленский просто-таки маниакально одержим идеей нанести вот тот самый, как я сказал в самом начале, медийный удар по России. И уже даже многие украинские эксперты, кулуарно, конечно, не откровенно, заявляют о том, что таким объектом может быть Крым или Крымский мост. Для того, чтобы, опять же, доказать Трампу о том, что он вполне может доверить
со своими специалистами наступательное оружие для Украины. Вот, а деньги под обеспечение этой акции, хотя она, конечно, так не называется в Евросоюзе, уже одобрил Евросоюз, предоставив теоретически уже 140 миллиардов евро для Украины. Вот. Поэтому цель вот только лишь в этом. Вот, нанести медийный удар по России на сегодняшний день. Опять же, пока существует этот режим, да, это с повестки дня не уйдет. У них просто, еще раз говорю, маниакальная идея где-то еще прорвать какую-то российскую границу. И для этого действительно у них там, конечно, есть помощь в плане обеспечения дронов, ну, не тех, которые они изготавливают, а из-за рубежа, конечно, помощь ждут. Я думаю, что они ее получат, и в первую очередь из Великобритании. Вот, там в этом направлении сегодня британцы работают. Вот, ну, посмотрим, это всего лишь догадки, конечно. Но и в России тоже не сидят сложа руки. Как я неоднократно уже говорил, что российское руководство не теряет ни дня, ни часа для того, чтобы совершенствовать свое оружие, имеется в виду в первую очередь беспилотные летательные аппараты. На сегодняшний день Герань-3, о которой я уже неоднократно упоминал у вас в эфире, ее внутренняя электронная часть настолько изменяется и настолько эргономична в плане ориентации по обстановке, когда она уже в воздухе, эта герань, что она уходит от выбранной цели и перенацеливается на излучение средств противовоздушной обороны, того же Патриота. То есть, как только идет излучение с РЛС, ЗРК Патриот, герань тут же перепрограммируется в воздухе, и целью для нее главное является средства противовоздушной обороны. Те, которые излучают, я подчеркиваю. Поэтому оружие совершенствуется, оно не стоит на месте. Для Украины такой возможности нет на сегодняшний день. Нет, во-первых, научных кадров. Раз. Те военные специалисты в ограниченном количестве, которые есть, да, они все-таки действуют, я уже не знаю, как там, за счет каких-то пожертвований, за счет каких-то государственные вливания в ОПК настолько малы, что они недостаточны для ведения современной войны. Это очень печально. Если россияне намерены воевать в долгую, да, и добиваться своих целей, то на сегодняшний день в этой связи на Украине идет обычная пропагандистская шумиха. Вот. Ну, такая же примерно, как с мобилизацией. У меня все. Ну, Юрий Анатольевич, ну смотрите, тут тоже какой-то такой момент. А насколько долго сможет протянуть Украина? И насколько выгодно долго воевать России? Всегда есть аргументы за и против. Я вот как хотел бы задать вопрос. Вот буквально на этой неделе в моем эфире, в общем, озвучил Кость Бондаренко сценарий, который серьезно рассматривается по вот этому так называемому одесскому капкану для Путина. Что имеется в виду? Завтра в Молдове выборы. То, как там Плохотнюка этого Березовского, молдавского, да, вернули, то, какие зачистки были, то, как Санду условно, ну, как бы слово в слово, да, повторяя одно из новогодних обращений Зеленского или там предвыборных обращений Зеленского. То есть вот четко идет по этому пути, уже заметили все. Однако, значит, в чем сценарий, в чем план? То есть выборы, понятно, возмущенные молдаване внутри, да, будут протестовать, но чтобы не позволить какому-то перевороту или к чему-то экстраординарному, затевается Приднестровская операция. Для этого подключается Зеленский, который подтягивает войска со своей стороны. Там, ну, кто-то говорит про румын и
французов кто-то опровергает, но тем не менее. То есть там идет зачистка, вот, в общем, вот это все. То есть атака Приднестровья. Путин вынужденно должен его спасать, потому что он его как бы не собирается оставлять, и бросается стремглав, в общем-то, на другой берег Днепра или каким-то либо другим образом выходить вот туда, на Приднестровье. И вот тогда начинается как бы новое дыхание войны. Тогда вполне вероятен конфликт с силами НАТО. В общем, тогда у нас уровень эскалации вплоть до ядерной угрозы и Третьей мировой. И Зеленский как бы побеждает в этом, потому что или кто-то остановится, а если не остановится и Третья мировая начинается, Зеленский все равно ему хорошо, потому что тут же какая логика работает? Все предыдущее списывается. Ну, то есть, все. Ну, вот, все. Воровали, не воровали, там, как он ответил этому журналисту в Axios, говорит, так а чего ко мне приходить? Ну, смотрите, Европа довольна, все хорошо, у нас нет коррупции. И все, и все как бы все ахнули, потому что Третья мировая. И то, что было все эти там 3,5 года, забыли. Как вы относитесь к этому сценарию и плану? Ну, это сценарий, во-первых, не одинок. Есть еще масса других сценариев. Но то, что вы озвучили, это действительно имеет место. Я думаю, что даже могу немного дополнить вышесказанное, что при проигрыше Санду, если допустить такой вариант, а на сегодняшний день делается все, чтобы она победила, всевозможные будут готовы к этому времени фальсификации, ну и так далее и тому подобное. 500 000, больше чем 500 000 молдаван, находящихся в России, проголосовать не смогут. Вот. Ну и далее по тексту, как говорится, для того, чтобы она победила. Если же она не побеждает, а побеждает кто-либо другой из тех кандидатов, которые сегодня заявлены, вот, будет, во-первых, румынский вариант, когда просто судом выборы признают недействительными. Но это еще полбеды. А более худший вариант, это если к власти придут прогрессивные так называемые силы, которые в первую очередь нацелены на то, чтобы сотрудничать с Россией. Вот. В таком случае Молдова будет срочно введена решением сессии Совета НАТО в блок НАТО. Угу. И автоматически ее объединят с Румынией, как уже член блок НАТО. Вот. И в этом случае будут введены на территорию Молдовы войска НАТО. Вот это очень вполне вероятный сценарий. Если же попытаются сунуться в ПМР, Приднестровье, так называемое, то, безусловно, Россия вынуждена будет вмешаться. Подождите, Вот. а как примут в НАТО, если там же территориальная целостность вопрос? Не принимают обычно такие страны в НАТО. Так территориальная целостность давно уже решена. Ни ПМР не имеет отношения никакого к Молдове, ни Молдова не командует ПМР. Это ясно как божий день. А как в Югославии все было? Как захотели, так и раздробили. Да. Вот. И Сербию оставили при своих интересах, а Хорватию, Боснию, Герцеговину при своих. Поэтому, как только, еще раз повторю, как только будут введены войска НАТО, вмешается туда Россия, однозначно. И, скорее всего, с моря. С моря. И также я не исключаю и наземные операции. Но это, как вы уже упомянули, там Зеленский, мол, аплодирует, да, такому варианту. Это еще хуже для Украины. Это еще хуже. Это еще один очаг войны на юге уже. Это еще самое страшное, что можно себе представить на сегодняшний день для Украины. Так подождите, ну а тут же ж план в чем? Что Черное море выгнали же, да, россиян, все об этом говорят. Да. Все там, дроны, вот это все. А так как это они... для России, я же говорю об Украине. Она Нет, будет отрезана от моря. А как Россия пойдет по морю, собственно, на Одессу, на Приднестровье? Ну, во-первых, наступательными ракетными своими войсками. Это раз. Вот. Во-вторых, по Черному морю уже никто не сможет вмешаться со стороны блока НАТО.
вот, с точки зрения, так сказать, флота. Вот. А в-третьих, что с моря очень удобно, и в том числе с территории Крыма, где есть военные аэродромы, очень мощно можно использовать эти средства и силы для того, чтобы таким образом проводить десантные операции. То есть только вот с этой точки зрения. Обстрелы с территории Черного моря, ракетные обстрелы, теми же ракетами «Циркон», да, ну просто эффективнейшим образом будут использованы. И не надо даже близко подходить к Одессе. Вот. Где-то там на юге Крыма, да, выйдет очередная варшавянка, подводная лодка, и обстреляет любую позицию, да, тех же войск НАТО на территории Румынии или Молдовы, если такой вариант будет. Ну, то есть это очень широкий спектр вопросов, и на эту тему можно гадать очень долго. Вот. Но я опять же хочу подчеркнуть фактор Украины, что для Украины это в первую очередь, это нужно, во-первых, где-то снимать с фронта большие подразделения, соединения войск украинских, для того, чтобы туда перебрасывать и защищать украинские границы. Это, извините меня, это очень накладно для Украины. А потом во время этой передислокации, да, где вероятность того, что, опять же, данные силы не будут уничтожены по пути туда, на юг. Вот. Формировать нечто новое, там, скажем, на западе Украины, в центре, путем дальнейшей мобилизации не представляется возможным. Ну, то есть будут использовать все то, что есть, все то, что обкатано. Украинцы, я имею в виду, киевское руководство. Вот. А это, опять же, это все минус, потому что все будет уничтожаться, я подчеркиваю. Если уж на юге начнется действительно еще одна очередная война, вот, то схлопывание Украины, оно будет не постепенным, а моментальным. Это только поможет Российской Федерации продвигаться на западе Украины, на востоке Украины. Ну, про этот Восток уже, по-моему, никто не думает, если честно. Ну, вот так, положа руку на сердце. Был массированный удар, да, все ахают, охают по поводу его последствий, о том, как в Запорожье, кажется, АТБ попали, там, да, вот, ну, или там поезда плохо ходят из-за того, что тяговые подстанции рушатся. А на вот эту Константиновку уже как бы и плевать. Вот это обидно. То есть обстрел произошел, там горит дом, это все показывают, демонстрируют, но всем не до того. То есть складывается впечатление, что как раз таки на этом Донбассе и кресты поставили. И вот эти люди, которые, да, которые уехали оттуда, которые бежали от войны, потому что фронт близился, они найти себя не могут на западе страны, например. Им там рассказывают о том, какие вы, в общем, чемодан, вокзал, Россия, какие вы нехорошие, там ваш русский язык и так далее. Этих бытовых конфликтов очень много сейчас. Как вы думаете, в вот этом угаре, вот тоже слово такое, да, его применяет обычно украинская пропаганда по отношению к русским, вот это победобесие, да? Так вот, это слово победобесие сейчас применимо к Зеленскому, который как бы думает, что он Бога за бороду схватил, Трамп теперь за него, Трамп за Украину. Как отразится на жизнях в тылах? Вот я специально применяю слово «тыл», ну, как бы военная терминология, потому что все-таки идет война. И когда нам там рассказывают о том, что вот, смотрите, на Закарпатье, например, там, ну, очень редко чего там было, и там уже Зеленский провокации в Венгрии в провокациях обвиняет, потому что навела якобы там какая-то группа, которая запустила дроны с территории Венгрии на вот этот вот завод, кофемашин или чего там, американский. Как на тыле отразится вот этот кураж, который Зеленский поймал? Ну, кстати, начну с последнего. Я вот поражаюсь, да, украинской власти на протяжении многих лет, как они просто превосходно, бомбически портят отношения с своими соседями. Просто в мгновение ока.
По любому поводу стоит задача испортить все, что было, все, что годами наработано. Возьмите тех же поляков. Вот сегодня я прочитал новость, президент Навроцкий последний указ подписал о помощи, выделяемой беженцам Украины. Последний указ, все. Навроцкий сказал, никакой помощи больше украинцам, которые приезжают в Польшу, государство оказывать не будет. То же самое возьмите ту же Венгрию, да? Ну, скандал уже разросся до нельзя. Просто таки. Скандал такой, что сотрясает даже Европу. Уже Трамп обвиняет и страны Евросоюза, Украину в том, что она накручивает эту ситуацию с Венгрией. Возьмите ту же Грузию. Ну, такие были друзья. Ну, просто не разлей вода. Саакашвили чувствовал себя в Украине, бывший президент Грузии, как у себя дома. Губернатор Одесской, ну губернаторов нет в Украине, главой администрации Одесской области был. Понимаете? Главой обладминистрации. И на сегодняшний день отношения с Грузией испортились чуть ли не до того, чтобы разорвать дипломатические отношения между двумя странами. Ну, поэтому вопрос тогда задается следующий уже после этого вопроса. А кто вообще во власти украинской? Вообще они способны оценивать реально ситуацию, определять свои цели, задачи? А что касается, например, тех же граждан Украины, да, которых просто-таки бросили на произвол судьбы на сегодняшний день, особенно в регионах, где населенные пункты находятся в полном окружении российских войск. Вот кто моментально реагирует на подобную ситуацию, это чиновники украинские. Вот как только начинает пахнуть жареным, да, они пакуют свои манатки, бросают своих избирателей, хотя в Украине администрации не избираются, они назначаются президентом. Я еще помню, в 2017 году с пламенной речью на одном из украинских телеканалов говорил о том, что Верховная Рада должна все-таки повернуться к людям лицом, а не причинным местом. И администрации, районные, областные, городские, должны избираться, а не назначаться. Вот. Но как ни крути, этот вопрос до сих пор не прошел. Поэтому все эти чиновнички, да, вот эти крысы, они бросают своих горожан, своих значит, соотечественников и стараются смыться куда-нибудь подальше. Ну, скорее всего, за рубеж в первую очередь. Примеров тому немало. Поэтому с разрастанием этого конфликта катастрофа еще больше усугубится. Вот. На сегодняшний день, вот я тоже недавно данные эти мне показали, из 500 тысяч, подчеркиваю, перемещенных, внутри перемещенных граждан Украины, государство обеспечило жильем 65 человек. Из 500 тысяч, вы себе можете представить, 65 человек. Зато те, кто считают себя ультранационалистами, да, получают квартиры, я думаю, бесплатно. В Печерских Липках, в новых домах. Там вопросов нет. Ну, это ж не от государства, это от Ахметова. Ну, какая разница? А кто их финансирует, Александр? Азов кто финансирует? Ахметов. Раньше Коломойский финансировал, сейчас Ахметов. Это 3-й батальон или как он там, полк, я уже не знаю, в каком подразделении их присобачить. Вот у них же зарплаты в 3 раза больше, чем у ВСУшников. В 3 раза больше. Но они себя на передовой редко видят. В основном на второй линии, стреляя в виде заградотрядов в спины ВСУшникам, пытающимся уйти либо в плен, либо в самовольную отлучку, как это не раз звучало уже. Но они получают квартиры запросто. От Ахметова, от Иванова, Петрова, Сидорова, неважно от кого. Вот. А украинским временно перемещенным, а там же, извините, есть семьи многодетные, там есть семьи, у которых значит, есть инвалиды в семье, причем инвалиды, которые участвовали еще в АТО. В АТО инвалиды, которые участвуют. Им квартиры никто не выдает.
Они, говорится, на своем горбу тянут всю эту лямку жизненного бытия современного. Вот такая ситуация. Что вы там увидели в Ну, новостях? я просто, понимаете, по поводу того, что, ну вот кто воюй, воюй, все равно все на обычного человека грузом ложится на Да, его плечи. да, да, да. Потому что вот показали, например, мы же помним там, да, раскрутку медийную, какой вояка, герой, певец есть такой Виталий Козловский. Да. Ну, нормально, 11 дней он был в рядах вооруженных сил Украины. Получил 11. корочки, да. Ну, то есть все нормально. Сейчас мы показываем, сейчас там показывают Бигуса. Вот, меня мобилизовал Винницкий ТЦК. Ну, посмотрим, какая будет у него судьба и где он окажется. И, собственно, и говорит, корочку мне дайте за то, что я там в Нацгвардии был, числился в начале войны. То есть, понимаете, в чем дело? Одни воюют, другие числятся. И к этому все привыкли. Однако, когда я говорю об атмосфере в тылах, ну, это же очень интересное решение. Всех с 25 до 60 занести в учет военный мужчин, поставить. Причем, пользуясь данными миграционных, пользуясь данными банков, то есть конкретно все, ты уже на учете. Соответственно, штрафы, как из рога изобилия, будут выписываться. Будут платиться, не будут платиться, вопрос, но жизнь попортит очень многим. И те люди, которые там, давайте так, избегают, где-то брони, где-то еще что-то, избегают вот этого призыва, теперь не отвертится никто. То есть все теперь под колпаком. Даже за рубежом мужчины уже задают вопросы. Это, ага, получается, если автоматически поставят, то нам, собственно, за рубеж придут штрафы. Штраф, допустим, не заплачен. Через какое-то время постучат в дверь и скажут, уважаемые там мужчины из Германии или из других стран, вы нарушили закон, вот по вам депорт, например, да, и вперед туда. Получается, что это такой хитрый план, как всех украинцев вернуть домой. И всех, вот чтобы все прошли фронт. На неделе есть такой, ну, тоже распиаренный боец, распиаренный в каком плане? Комментарии дает по фронту, что там происходит. Там есть такой Бунятов. Что он говорит? Говорит, надо сделать вообще следующим образом. Надо, чтобы каждый мужчина, 25+, один раз принял участие в бою в настоящем. Ну, то есть, или штурм, или отражение штурма. А дальше ему предоставить право. Ну, типа, хочешь демобилизуйся, не хочешь не мобилизуйся. И тогда у нас столько мужчин, вот так вот пройдет все потоком, и мы вообще всех победим. А если эти люди погибнут? Ну, В погибнут. первом же бою, в первом же бою. Так понимаете, в чем дело? Есть такое вот бабочка-однодневка, да? Ну да. Такое насекомое. Так кажется, что украинцы вот их уже открыто, понимаете, открыто в глаза, струей. Мол, давайте, главное, чтобы жизнь была на фронте. Давайте, вот главное, чтобы жернова крутились. И вот это от этого страшно. И перспективы непонятны именно этого процесса. Вы как человек военный, как к этому относитесь, к таким предложениям? Ну, наверное, вам мой ответ известен. Это раз. Во-вторых, я дополню ваш вопрос, так сказать, новыми фактами безумия украинского. Ну, о задолженности по ЖКХ вы слышали неоднократно, Александр, да? И какие методы были до военной Украины по задолженникам по ЖКХ. Вот. Там и всевозможные отключения электроэнергии там, и так далее и тому подобное. На сегодняшний день задолженность по жилищно-коммунальному хозяйству, это, кстати, Кучеренко, бывший, как он там, министр, да, был по ЖКХ, он приводит такие данные, что на сегодняшний день созданы коллекторские организации, где люди в этой коллекторской организации ходят в камуфляже. Вам это ничего не напоминает? Ну, ТЦК-2 называется. И вот и у тех, у кого есть задолженности, да, если в семье есть мужчины до 60 лет, очень быстро вычисляются, потому как эти коллекторы приходят домой. И дается там какой-то срок, неделя, две, я не знаю, чтобы погасить эту задолженность.
А совершенно недавно, это еще одна информация, были значительные повышения тарифов на ЖКХ в Украине. Это я пока говорю о Киеве и Киевской области. Вот, где они вообще неподъемны, не соответствуют ни зарплатам современным украинским, ни пенсиям, ни еще каким-то социальным выплатам. То есть люди многие отказываются платить необоснованные тарифы на жилищно-коммунальные услуги. И через неделю либо человек убегает из дома, не зная, что ему делать, бежит просто вот куда глаза глядят, чтобы не быть, так сказать, вовлеченным во фронтовую жизнь. Либо, если он дома, его тут же забирают в ТЦК. И соответствующим образом отправляют на фринт, как они говорят, коверкая украинскую мову. Знаете, вот такая вот ситуация. Поэтому я вообще давно не удивляюсь тем методам, которые изобретают украинская незаконная власть в отношении рядовых граждан Украины. Давно не удивляюсь. И у меня просто такие иногда, я прихожу в недоумение, насколько у них развита фантазия, как еще бы больше ущемить, уничтожить права и свободы украинских граждан. Ведь даже в годы войны, да, у каждого человека должно быть какое-то право, ну хотя бы право на свою жизнь. Вот. И этого права людей, граждан Украины, лишают. Причем говорят о том, что, ну, понятное дело, что жизнь дана Богом, но мы выше Бога. И это ужасно. Я, честно говоря, опять же, не перестаю удивляться тому, что вытворяют те, кто сидит сегодня на украинском Олимпе. А как его сменить? Ведь же вот эта фраза о том, что вот Вопрос будет, провокационный. вот будет перемирие, я пойду на выборы, говорит Зеленский. Да, ну, да, не да, я да. пойду, а мы проведем выборы. Так они же говорят не о перемирии сейчас, Александр. Зеленский сегодня, вот вы невнимательно следите за его речью. Он говорит о том, что выборы будут после окончания войны. Это уже не перемирие, понимаете? Вот. А это значит никогда. Вот. Второй момент. Значит, выборы будут только лишь в том случае, если, значит, условие очередное для России, если она покинет те 4 области, которые она заняла. Вот при таких условиях. И сегодня я не согласен тоже немного и с вами, и с теми, кто говорит, что опять там какие-то победные дифирамбы поются на, значит, средствах массовой информации Украины. Сегодня другой мем озвучен в Украине. Заставить Путина сесть за стол переговоров. То есть о победе уже речи не идет. Победой будет тогда, когда, еще раз говорю, они заставят Путина сесть за стол переговоров и навязать свои условия. Можно подумать, что вот Путин это некое такое аморфное тело, да, которое по первому приказу, я особенно, скажем, возмущаюсь речами последними господина Трампа. Он слишком много наговорил уже того, что откатил опять налаживающиеся российско-американские отношения на более-менее какой-то нормальный межгосударственный дипломатический уровень, опять откатил их на 2-3 года назад, во времена Байдена. Вот я, честно говоря, я понимаю, что Трамп непредсказуем, и в каждое время суток он совершенно другой человек, но, как говорят в одной интересной среде, за базаром-то следить надо. Вот. Поэтому пока что, еще раз говорю, для Зеленского, украинской власти, суть одна. Победа – это хорошо, это далеко где-то, это в заоблачье где-то каком-то. Но на самом деле нужно заставить Россию прекратить войну. Как прекратить? Это все равно, что, как вы мне задали вопрос, как сменить украинскую власть. А как прекратить войну? Все то же самое. Юрий Дудкин был моим собеседником сегодня. Я благодарен вам за время и мысли.
Спасибо вам, Александр. Подписывайтесь на наши телеграм-каналы. Всего доброго. Да, ссылка в описании, поэтому обратите внимание. Ну и самое главное, поставьте лайк этому выпуску, потому что YouTube сейчас вредничает, тут такие страсти рассказывают. В общем, будут и по другим странам украинцы, украинское СНБО блокировать YouTube-каналы. Вот всем, вот украинец ты на YouTube засветился, заблокируем тебе все, если что не так говоришь. В общем, расширяется вот эта история. Будем бдительными. Да, но с этим очень легко бороться лайком и активностью в комментариях. И поверьте, если никакой алгоритм с никакими там ограничениями, собственно, не справится именно с вашей, ну, с вашим участием, да, в наших дискуссиях. Всем большое спасибо еще раз. Добра и света. Увидимся. Всего доброго.